Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня у меня очередное отчетное видео о моих готовых работах, что я успела сделать за последнюю неделю. Я немного припозднилась, видео у меня выходит не вовремя, но этому есть объяснение. Мы ездили в небольшой короткий отпуск, и я ничего не могла вязать. Отпуск у нас был сколько? 5 дней. В поезде пробовала вязать, брала с собой салфетку, но почему-то у меня не получалось. Конечно, начала вязать салфеточку. Без этого я уже не могу, но провязала где-то 10 рядов, но больше не смогла. Все качает, уже, наверное, и зрение не то, и руки не те. Ну, как-то мне не получилось вязать салфетку. Обычно я успевала в поездке связать не одну салфетку, а даже иногда и 2. Но вот в этот раз почему-то не смогла. Наверное, уже старею и не связалась у меня салфеточка. В следующий раз буду брать с собой в дорогу какое-то изделие, которое требует не такого напряжения глаз, рук, а чтобы крючок был потолще, нитки потолще, и было удобнее вязать. Но это я на будущее себе такое взяла на заметку. Салфетки я уже не буду брать для вязания в поезде. Все, это уже не мое. А может быть, поезд такой попался, не знаю. Так, ну давайте перейдем к работам. Что я успела сделать? Давайте начнем с самого большого моего изделия. Это носочки очередные. Посмотрите, какие они красивые у меня получились. Я, как всегда, здесь немножечко поэкспериментировала, поиграла с ниточками, но здесь не сильно. Сейчас расскажу поподробнее про пряжу. Давайте сразу измерим размер, который у меня вышел. Так, 26 сантиметров. Но это размер 41-42. И высокий поглинок сделала. Я люблю высокие носочки. Вот до пола 29 сантиметров. Так, вязала их на спицах 2,5 миллиметра. Набирала по 17 петель. На каждую спицу 68 петель. Так, что же это за пряжа? Это известная пряжа Нака Боха, называется «Осень». Классическая носочная пряжа в 100 граммах 400 метров. Цвет колор 82-445. В составе 75% шерсти и 25% полиамида. Очень приятная такая пряжа. Прям шерстяная, она и на ощупь ощущается. Но что я тут изменила немножечко в нитках. Как видите, секция черного здесь очень широкая. Вот. А мне не нравится, когда черные полоски широкие. Мне кажется, это как-то перерезает ногу. И я вот этот черный сектор, вот он видно, что был бы широкий, решила разбавить и добавила хеликсом нить другого цвета. И вот посмотрите, у меня черного 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот это 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 12 рядов. Да, я считала, когда вязала. И вот черная полоска у меня получилась бы вот такой же шириной. Но мне кажется, это не очень как-то. И решила украсить, сделать их более нежными. И добавила вот такую ниточку рыжего цвета. Это артисан Ализе. И немного вот сюда добавила нитки вот такого песочного цвета. Также это артисан. Вот здесь черную разбавила. И вот на поглиночке. Это хеликсом вязала. Поэтому у меня ушло и Нака Боха немножечко поменьше. Вот насколько тут рядов? 12 на 24 ряда.
Вот столько у меня осталось от полного моточка. Но еще я там отматывала маленькие клубочки, у меня есть. Так, я их сюда не приготовила. Которые я отматывала, чтобы носки получились одинаковыми. Но здесь легко подбирать узор. И у меня носочки получились совершенно одинаковые. Красивые носки, очень приятные такие для глаза. Прям осенние. Я вот рада, что я черные полосы эти. Как-то мне такая мысль пришла сразу вот разбавить, и они получились более, ну, не нежные, нежными их не назовешь, но не такие агрессивные, что ли, не знаю. И все вот сочетания мне очень нравятся. И вот этот вишневый, бордовый, вот этот терракотовый, вот этот приятный желтый, вот этот телесный, серый. Все, оттеночки мне очень нравятся, как они сочетаются между собой. Пяточка подкова, стенка пятки укрепленная, клин подъема, ну все аккуратненько получились такие носочки. Так, это моя первая работа, что я связала. Далее захотелось мне связать, точнее не захотелось, а мне дочка заказала связать попугайчика, такого канарейку. Вязала из полухлопка. Это Ярнард джинс. Рост его у меня получился 15 сантиметров. Это мастер-класс на английском языке. Но там все просто, все легко переводится. Щечки такие нежные. Хохолочек. Но его можно было не делать. Глазки, бусинки. Лапки. Ну, пришлось с ним повозиться. Не сказала бы, что вязать его очень быстро. Хвостик вот такой длинный. Можно его приклеить к какой-то жердочке деревянной. Клювик вышел шерстяной пряжей. Хохолок также у меня. Ну, это носочная пряжа. Здесь перегородочка тоже вышла светлой ниточкой. Хорошая игрушечка. Я думаю, также заслуживает внимания, чтобы его показать. Ну, долго я с ним провозилась, конечно. Здесь надо крылья пришить, состыковать из двух деталей. Хвостик вот узкий также вязать по спиральке. Ну, лапки отдельно вывязываются. Кстати, сейчас, думаю, можно было лапки не пришивать, а сразу их вывязывать. Но это уже когда буду следующего попугайчика вязать другим цветом. Поярче хочу теперь сделать. Вот такой волнистый попугайчик. Хорошенький. Так. Далее. Посмотрите, какие у меня мухоморчики связались. Брелочки. Я прикреплю к ним карабинчики, и будут брелочки. Вязать их очень просто. Размер вот 8,5 сантиметров. Требуется пряжа 3 цветов для ножки, шляпки и для вышивки вот этих пятнышек. Белая ниточка. Вязала их крючком 2 миллиметра, и также из пряжи Yarn Art Jeans. Буду еще вязать, но мухоморы у меня будут другой формы уже. Вот я смотрю, вот какая форма у этих грибочков. Мне кажется, они больше даже на боровички похожи. И вот по этой схеме у меня есть коричневая пряжа. Буду вязать другие грибочки. Можно и порыжее взять, и темно-коричневые шляпки навязать. И будет разная коллекция грибочков. Так что можно целую корзину этих грибов навязать. Вот такие брелки. Вот в осенней тематике. Носочки у нас осенние. И грибочки. У нас уже все. Готовимся к осени. Так, ну и так как у нас на носу осень. 1 сентября скоро. И мне пришла мысль связать на подарки вот такие брелочки. Готовимся к школе. Посмотрите, какие карандашики связала. Буду вязать их во всех цветах радуги. Пока у меня 3. Красный, зеленый и синий. Надо еще связать оранжевый, фиолетовый, желтый и какой голубой, чтобы получилась радуга. Вязать их очень быстро.
просто. Посмотрите, какой подарок. Можно маленький сувенир, прицепить его на рюкзачок. Сейчас дети любят вот такие брелочки вешать на свои сумочки, портфели. И вот такой небольшой маленький сюрприз. Давайте расскажу, как его вязала. Также из ниток джинс. Это полухлопок, известная всем пряжа. Нам требуется также вот карабинчик и синтепон, холофайбер. У меня шариковый холофайбер там набивала. Итак, начинаем вязать вот с острого кончика. Делаем кольцо амигуруми основным цветом. Крючок я использовала здесь 1,95. Мне хотелось, чтобы он прям поплотнее был. Так, и в кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Это у нас первый ряд. И второй ряд также вяжем без изменений, также ниточкой основного цвета. Это грифель у нас 6 столбиков без накида. Далее переходим на нить другого цвета, вот бежевого. Вяжем третий ряд столбик, прибавка, столбик, прибавка. И у нас получается 9 столбиков. Следующий четвертый ряд вяжем без изменений 9 столбиков. В пятом ряду прибавки делаем через 2 столбика. 2 столбика, прибавочка, 2 столбика, прибавочка. Так 3 раза. И у нас получается в ряду 12 столбиков. Шестой ряд вяжем без изменений 12 столбиков. В седьмом ряду делаем прибавки через 3 столбика. 3 прибавочки, и в ряду получается 15 столбиков. Далее переходим на нить основного цвета, каким цветом у нас карандашик, и провязываем 15 рядов, по 15 столбиков у нас в каждом ряду, нитью основного цвета с 8 по 22 ряд. 15 на 15, 225 столбиков. Но нужно быть внимательными, чтобы не пропускать, чтобы карандашики были ровненькие. И по мере вязания сразу набиваем холофайбер. Все, переходим на нить телесного цвета, вот этого бежевого или какого серого, каким мы вяжем деревянную часть карандашика. И за задние стеночки теперь вяжем 23 ряд. Вяжем столбик, убавка, столбик, убавка. Так 5 раз. И в ряду у нас получается 10 столбиков. Было 15, 5 убавочек, 10 столбиков. Далее нить мы отрезаем. Переходим на нить основного цвета. Можно сделать 5 убавочек, но мне больше нравится взять иголочку и просто аккуратненько зашить оставшиеся петли, затянуть, тут, чтобы не было такой пимпочки здесь, бугорка выступающего. И заодно вот иголочкой мы пришиваем цепочку, чтобы это был брелочек. Все, прячем хвостик, кончик нити внутри. И вот такие карандашики. Все очень быстро вяжется. На этом карандашике я делала такие вытянутые петли, чтобы был такой эффект, как будто карандаш затачивали. Но тоже, я думаю, все понятно, но если кому-то что-то неясно, какие-то вопросы, пишите. Может быть, я сделаю маленький мастер-класс по этим карандашикам. Видите, вот такие подарочки можно сделать на скорую руку школьникам и студентам. Вот. Ну, это все, что я успела сделать за эту неделю. Начала вязать еще носки, уже провязываю пяточку. И вяжу салфетку. Ну, не знаю, она у меня будет вязаться, мне кажется, долго. Пока у меня с салфетками как-то отдых от салфеток. Перерыв мне надо сделать небольшой. Ну, я ее довяжу, конечно, раз начала. Так, вот такие у меня работы готовые. Еще хочу показать, что мне привезла дочь в подарок из отпуска. Вот такой набор вязальный. Это из Турции. Давайте распакуем вместе и посмотрим, что там внутри. Такой пакетик.
на замочке. Маленький моточек пряжи. Так, что здесь у нас в составе? 25 грамм, 62 метра. Рекомендуют крючок 2,5-3,5. В составе, ну это на ощупь хлопок стопроцентный. Так, я не вижу. Так, моточек белой пряжи входит в этот набор. Далее так, инструкция на турецком языке. Так, будем разбирать. Я думаю, все тут просто. Мне кажется, здесь не только котик инструкция. С этой стороны котенок. Вот здесь все понятно, сколько убавочек, прибавочек. Здесь легко все разобрать. Надо связать детальки и сшить их. Это какой-то шарик. Мне надо вот это перевести. Похоже на какой-то печенье или пончик. Не знаю, что это. Хотя квадратик. Может быть, просто мастер-класс, как соединять. Все тут показано и рассказано с картинками. Это, наверное, просто как обучающий урок, чтобы было понятно, как вязать. Поэтому провязывается контрастными нитями. Как что соединять. Ну, переведу, потом все разберусь. Так, наполнитель холофайбер. Плотненько упакованный. Ниточка для вышивки глазок, я так понимаю. Иголка с большим ушком. Маркер и крючок 2,5 миллиметра. А нитки рекомендуют как 2,5. Да, вот крючок прилагается. Хороший крючок такой. 2,5 у меня мало какие есть. Это будет не лишним. Так, все. Такой набор. Игрушка, конечно, примитивная, но тем она и привлекательна. Я думаю, я быстро ее свяжу. И дочке подарю этого котенка. Такой котеночек прелестный должен получиться. Спасибо ей большое. Я люблю такие милые подарки. Так, надо заняться этим. Не знаю, каким он ростом. А, тут написано, вот, видите, уже я заметила, 10 сантиметров. Тоже маленький котеночек будет. С хвостиком. Прелесть. Носик вышивается. Так, ну на этом я, наверное, буду прощаться. Пойду дальше вязать, чтобы делиться с вами своими готовыми работами, вдохновлять вас. Может быть, вы какие-то идеи черпаете для себя. Если вам нравится видео такого формата, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Я рада, что вы досмотрели это видео до конца. Всего вам самого доброго. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. И до новых встреч!